День главный на РБК. Самое важное к этой минуте. В студии Андрей Левченко. Вероника Романова. Присоединяйтесь и вы к нашей дискуссии. Для этого есть телеграм-бот. Отсканируйте QR-код, перейдите по ссылке, нажмите «Старт», чтобы начать общение с нами. Задавайте ваши вопросы. Их огромное количество по той теме, которую мы сегодня будем разбирать. С нами в студии Борис Межуев, политолог, доцент философского факультета МГУ. И мы смотрим на многомерный геополитический куб, пытаемся предсказать очередных черных лебедей, какие-то, может быть, очередные витки напряжения, конфликтов и, может быть, военного столкновения. Да, все сейчас смотрят на Ближний Восток, да, там вот туда взгляд притянут, ну, понятно, Украина, но тем не менее. А есть еще и другой регион. А есть еще Корея, северная и южная. Да. И там происходят действительно интересные процессы, на которые мы решили обратить внимание, разобраться. Там все ограничится словесной дискуссией жесткой, да, или там, возможно, вооруженное противостояние и так далее. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил убрать норму о мирном объединении с Южной Кореей из Конституции КНДР. Давайте послушаем вообще, что в принципе говорят лидеры Северной и Южной Кореи. Начнем с этого. Взвешенная оценка особой обстановки, в которой по соседству у нас самое враждебное государство Республика Корея, а также ситуации, когда региональная нестабильность резко возросла из-за эскалации военной напряженности со стороны США, показала, опасность начала войны, вызванной физическим столкновением, значительно обострилась. Мы не хотим войны, но и вовсе не намерены ее избегать. Нынешняя администрация Южной Кореи отличается от любой предыдущей. Наши вооруженные силы способны на ошеломительный ответ. Правительство постоянно наблюдает за обстановкой в области безопасности и поддерживает твердую боеготовность. Если Северная Корея нас спровоцирует, мы накажем их в несколько раз жестче. С нами на связи Александр Жебин, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и Современной Азии Российской академии наук. Александр, приветствую вас. Добрый день. Да, Александр, а вы согласны, что недостаточно все-таки уделяется внимание этому направлению отношений между Кореей, Северной и Южной Кореей, поскольку, ну вот, судя по тем словам, которые мы только что сейчас приводили, да, градус высок этого напряжения. И, во-первых, чем он объясняется и к чему может привести? Ну, то, что внимания недостаточно уделяется в последнее время, это не так. Достаточно вспомнить российско-северокорейский саммит в сентябре прошлого года, визит министра иностранных дел нашего в Пхеньян, и вот сейчас ответный визит. То есть наше внимание к полуострову заметно повысилось. Что же касается обострения, нынешнего обострения, ну, для людей, которые знакомы с историей вопроса, это не первое обострение. Другое дело, что оно вышло на уровень вот такой при нынешних главах государств. При прежнем президенте Мун Чжэ Ине и даже при консервативных президентах все же не было такого обострения. А вот сейчас это произошло. Главное то, что наконец-то Северная Корея осознала, что вот политика такого объединения, где Северная и Южная Корея рассматриваются как фактически одна нация, которая рано или поздно должна быть единой, по-моему, эта политика теперь списана в архив. В Пхеньяне понимают, что Южная Корея – это просто американская марионетка, элита которой полностью легла под американские замыслы в этом регионе, и надо из этого усходить. Не надо питать иллюзий, что на юге, значит, северокорейцев встретят с распростертыми объятиями. Напротив, все последние события свидетельствуют о том, что об этом заявлено официально. КНДР – это враг, рассматривается, записано в доктринальных документах, главный противник. И начать с того хотя бы вот основополагающего такого пункта. Конституция Южной Кореи записано, что территория Южной Кореи – это весь Корейский полуостров со всеми прилегающими островами. То есть КНДР как бы не существует по южнокорейским законам. А в законе о государственной безопасности записано, что КНДР – это террористическая антигосударственная организация. Вот, ну, конечно, как на это реагировать
Северной Кореи, она долго, так сказать, старалась, это не замечать, отодвигать на второй план ради нормализации обстановки. Но, видимо, терпению тоже подошел конец, особенно сейчас в свете тех изменений, которые прошли в регионе. Во-первых, это создание де-факто трехстороннего военного альянса США, Японии и Южной Кореи. Во-вторых, резкое усиление военных приготовлений на границах КНДР. В Южную Корею заходят атомные подлодки снова, летают там бомбардировщики и так далее. Все инициативы на этот счет, которые вели бы к снижению напряженности, снимаются. Южная Корея отменила недавно некоторые положения соглашения о мерах военного доверия. Они считают, что, эти пункты не позволяют им следить за тем, что делает Северная Корея. Все эти факторы привели к такому развитию событий. Да, Александр, спасибо. С нами на связи Роман Файншмидт, старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения Института общественных наук РАНХИКС. Роман, приветствуем вас. Судя по тому, что рассказал Александр, создается мнение, что все-таки сблизились страны до того момента, когда этот конфликт будет выглядеть не так. Стрельба артиллерийскими снарядами в море, как это делает Северная Корея. КНДР 14 января испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой управляемой боеголовкой. Но это по их информации. Ты так вроде спросил там у экспертов наших, сомневаются они, что есть у них там гиперзвук. Но тем не менее. И с этой точки зрения, Роман, возможно ли усиление вооруженного противостояния? И в связи с этим вопрос, в этом вооруженном противостоянии как могут развиваться события? Ведь там, по-моему, 30 тысяч американских военных в Южной Корее есть. И если обостряется ситуация, эта война КНДР автоматически перерастет в войну не с Южной Кореей, а войну с США. Правильно я понимаю? Да, вы все правильно понимаете. Не следует забывать о союзнических отношениях между Республикой Корея и Соединенными Штатами 1953 года, согласно которым любое нападение на Южную Корею, соответственно, приведет к вмешательству Соединенных Штатов. И в данном случае эскалация на Корейском полуострове может автоматически стать эскалацией с участием Соединенных Штатов, крупной ядерной державы. И не следует забывать, что Северная Корея... Секунду. А обратно, если предположить, что Южная Корея, ведь Александр тоже говорил, что не исключается вариант, что они нанесут первый удар. Северная Корея, по крайней мере, об этом говорит. Да, в Северной Корее говорят, да. Китай начнет помогать, как это было в 1950 году, например. Мы сейчас рассматриваем достаточно алармистские и несколько устрашающие сценарии, которые приведут к уничтожению государств Корейского полуострова. И лидеры этих стран озвучивают именно эти сценарии. Но давайте сразу скажем, что озвучивание этих самых сценариев не говорит о том, что стороны заинтересованы в реализации этих самых сценариев. Что Северная, что Южная Корея прекрасно понимают, что эскалация конфликта автоматически становится ядерной и приведет к уничтожению этих самых государств. Не следует забывать, что провинция Кёнгидо, которая находится прямо на границе с КНДР, имеет почти половину населения Республики Корея, почти 25 миллионов. И, в принципе, здесь мы уже будем говорить о крупной гуманитарной катастрофе. Суммируя, опять-таки, для Северной Кореи ядерный сценарий будет означать уничтожение государства. Для Южной Кореи то же самое. Стороны в этом не заинтересованы. Да, мы сейчас видим эскалацию дискурсов. То есть стороны действительно, можно так сказать, нагнетают обстановку, готовы, что называется, повышать ставки на словах. Но опять-таки, я соглашусь с Александром Захаровичем, то, что если отследить динамику противостояния Северной и Южной Кореи, мы можем увидеть, что подобные сценарии, подобные обсуждения уже имеют место десятилетиями. И опять-таки, обычно это как раз заканчивается артобстрелами и
определенными дипломатическими демаршами. Но к серьезному столкновению обычно это не приводило, и в данном случае, вот на текущем витке, это, скорее всего, не приведет. Да, в Южной Корее были определенные опасения, что если Северная Корея начнет атаку и воспользуется своим ядерным арсеналом, то Соединенные Штаты могут не помочь Южной Корее. А вот в случае, да, если не поможет, вот за эти десятилетия, да, после трехлетней войны, случилось вот это экономическое корейское чудо, о котором многие говорят, да, и ВВП страны, в общем, там попадает в 15 крупнейших по всему смартфоны, по всему холодильники, миру. машины. Корейское кино, опять же, то есть вообще совершенно... То есть насколько вообще можно говорить о каком-то равнозначном противостоянии в этой ситуации, если, ну, к примеру, в Южной Корее... Да, но если противостояние, вот нельзя разная забывать. Экономика просто абсолютно. Экономика, да, но у КНДР есть ядерное оружие, у Южной Кореи ядерного оружия нет. Да, зато есть Соединенные Штаты, у которых есть зато есть Соединенные Штаты. Ну, то есть, да, вот Вероника важный вектор задала сейчас, Борис. Вот экономические, вот с вашей точки зрения, вот если геополитику откинуть, там, военное сотрудничество, у России, у КНДР есть какие-то экономические взаимные интересы? Вот вы их видите? Ну, сейчас, раньше мы были торговым партнером номер один во времена Советского Союза. Сейчас, когда идет военная, так сказать, эскалация, я думаю, сейчас военное производство, где мы, так сказать, сотрудничаем очень активно, насколько я понимаю, да, с Северной Кореей, оно выходит на первый план, понимаете, ну и сырьевое там обеспечение в том числе. Понимаете, мне кажется, главная причина происходящего – это усиление блокового противостояния. Вот мы отрицаем его, мы говорим, что его нету, но оно есть. Блоковое, ну, один блок обозначили, а вот с этой стороны блок какой? Россия, КНДР, Китай или какой блок? Россия, КНДР, Китай, Иран и так далее. Все те страны, отвергнутые Западом, так сказать. Притом среди этих отвергнутых есть мягко отвергнутые и жестко отвергнутые. Ну вот Сергей Лавров, глава МИД КНДР, еще раз вот Александр нам напомнил, встречались накануне. Давайте позицию России вообще послушаем. Вот то, что Сергей Лавров сказал на встрече с северокорейским коллегой. Мы всегда выступали за налаживание переговорного процесса без каких-либо предварительных условий, с тем, чтобы добиваться достижения прочного мира и стабильности во всей Северо-Восточной Азии. Соответствующие предложения Россия и самостоятельно, и вместе с Китайской Народной Республикой вносила в Совет Безопасности ООН. Борис, да, вот продолжите свою мысль про блоковость. Да, ну, понимаете, после того, как был этот саммит с участием Японии, Южной Кореи, вот о чем Александр Захарович говорил, Японии, Южной Кореи и Соединенных Штатов, стало ясно, что Южная Корея из такой мягкой, так сказать, страны, которая искала какие-то пути взаимоотношения с Северной Кореей, превращается в элемент, очень важный ключевой элемент системы сдерживания Китая. И в этом смысле, конечно, союзник Китая, Северная Корея, так сказать, ясно, что дает понять, что прежние, значит, вот надежды на какое-то мирное, так сказать, налаживание мостов, обычно это называлось в Германии, помните, это называлось налаживание мостов между Западной и Восточной Германией. Вот, это все уходит в прошлое. Но из этого, конечно, не следует, что завтра начнется война, потому что война носит совершенно, ну, понятно, вот уже было сказано, непоправимый удар. Вот. Это ситуация системной эскалации на границах блоков, так сказать. Поэтому мы еще наверняка много где это увидим. Наверняка сейчас еще обострится ситуация с Вьетнамом, я боюсь. Потому что, а Вьетнам там что? Ну, тут из него тоже американцы пытаются сделать союзника и элемента сдерживания Китая. Учитывая Китай и Вьетнам. Несмотря на то, что Вьетнам вроде бы ни в коей мере не является демократической страной в западном понимании. Учитывая все исторические предпосылки. Да, исторические предпосылки. Тем не менее, отношения с Вьетнамом явно сейчас существуют, чтобы, значит, Вьетнам противопоставить Китаю. Да, Александр, ну вот все-таки вопрос сотрудничества России и КНДР. Здесь где могут быть точки соприкосновения? И есть ли они уже, есть ли реальная отдача от встреч там, и переговоров там, Ким Чен Ына, президента России? Ведь еще раз напомню, мы были торговым партнером номер один КНДР. В 91 году там на миллиарды сотрудничали, потом все рухнуло просто. В конце 80-х годов. Дело в том, что возможности такие есть. КНДР обладает, в частности, вот таким очень ценным ресурсом, как редкоземельные металлы. И запасы там, по разным оценкам, до 6 триллионов, а может и больше долларов. Другое дело, что
есть санкции Совета Безопасности, Да, как раз об которые этом хотели серьезно спросить вас. ограничивают возможности экономического сотрудничества с КНДР любой страны. Китай обходит эти санкции за счет того, что Китай – это огромная страна, где 1,5 миллиарда человек, где есть масса таких мелких, средних фирм, которые не выходят на международный рынок, и им наплевать на эти санкции. Они торгуют, и таким образом вот оборот там уже в этом году, видимо, может даже по 2 миллиарда будет. А у нас, к сожалению, это не так. И мы сейчас ищем как раз пути, которые дадут практическую отдачу от наших экономических связей. Если внимательно послушали вы речь вчерашнюю министра иностранных дел КНДР, которая выступала вот перед началом переговоров, как раз она об этом и говорила, что мы ждем практических результатов от решений межправительственной комиссии, которая была в ноябре прошлого года, и от других моментов. Какая здесь дорога для решения некоторых этих задач может быть? Как известно, все резолюции Совета Безопасности, которые вводили санкции против КНДР, и за которые, к сожалению, проголосовали в свое время и мы, имеют пункты, в которых говорится, что ни одна из перечисленных вот в резолюции мер ограничительных не должна вести к ухудшению жизни рядового населения, простых корейцев. На деле, по признанию даже американских всяких благотворительных организаций неправительственных, это происходит. Есть безработица, есть снижение производства, есть серьезные трудности с поставками даже медикаментов, медицинского оборудования. Вот я думаю, что нам надо в максимальной степени задействовать эти пункты резолюций. Американцы и их союзники делают упор на карательные запреты. А мы должны сделать, очевидно, в свою очередь, упор на то, что в резолюциях позволяет обходить такие пункты или прямо противоречит первым пунктам. То есть те предпринимать меры, которые действительно будут способствовать реализации тех планов, которые у нас есть совместные по развитию экономического, гуманитарного, культурного и другого сотрудничества между нашими странами. А с Южной Кореей уже какие-то перспективы, они, в общем, собственно, могут быть? К сожалению, нынешнее южнокорейское руководство полностью, как говорится, легло под американцев, хотя сам южнокорейский бизнес очень не хотел бы уходить из России. Они прекрасно понимают, что в условиях ныне ожесточившейся международной конкуренции, сложностей в международной торговле, Россия, которая находится рядом, издержки транспортные минимальные, и особенно из которой ушли западные компании, да, для Кореи корейской косметики неограниченный рынок. Но, к сожалению, под давлением Соединенных Штатов южнокорейские компании, которые крупные, особенно завязанные на американский рынок, вынуждены ограничить свои операции. Понятно. Роман, Александр, спасибо, времени мало. Роман, а с вашей точки зрения, как вы оцениваете перспективы экономических отношений между Россией и КНДР? Можем, так сказать, реанимировать, восстановить то, что было разрушено там, в 90-е из-за санкций? Это достаточно сложный вопрос, на самом деле, учитывая, что КНДР имеет сложную репутацию экономического партнера, учитывая ее, например, относительно безответственное отношение к долгам. Поэтому, если развивать экономические связи, то нужно сделать это очень и очень осторожно. И вот из сфер, которые могли бы быть представлены, которые обсуждаются в рамках отношений между Россией и КНДР, можно выделить как раз возможность привлечения северокорейской рабочей силы. Как раз в России имеет место дефицит трудовых кадров, а северокорейские кадры как раз готовы работать за относительно низкую зарплату, и они и программисты, да. Следует вспомнить, что северокорейские студенты занимают высокие места на олимпиадах по программированию. И это удивительно, учитывая, что страна отрезана от интернета, от всемирной сети. А вот с Южной Кореей, опять же, есть какие-то точки сближения? Не могу не спросить.
Здесь вопрос на самом деле намного сложнее, учитывая, что Южная Корея вынуждена была присоединиться к санкциям, причем я должен напомнить, что она была одной из последних стран, которая ввела санкции против России. Это было 4 марта 2022 года, то есть через неделю после начала специальной военной операции. И южнокорейский бизнес, да и также некоторые политики всеми силами пытались показать, да, мы за санкции, мы должны поддерживать санкционный режим, но при этом мы заинтересованы в сотрудничестве. И опять-таки при ослаблении санкционного режима некоторые эксперты как раз отмечали, что как раз южнокорейский бизнес готов был, что называется, вновь активизироваться на российском рынке. Сейчас, конечно, подобные разговоры несколько сложнее, несколько реже слышны, учитывая, что СВО затянулось, и южнокорейский бизнес не совсем понимает, что дальше делать. Да, и вот Борис говорил о блоковости и о том, что Южная Корея заняла достаточно жесткую позицию в отношении России, в отношении КНДР. Спасибо всем участникам программы. Важная тема, обязательно будем следить. Внимательно, да. Александр Жебин, Роман Файншмидт. Ну а мы продолжаем, остаемся в студии, скоро вернемся.